Витаю! В этом видео будет краткий поверхностный обзор программы M3D, которая основана на решателе Mistran и является его при- и постпроцессором. Об этой программе я узнал, когда в FreeCAD появилась зачаточная поддержка решателя Mistran. Mistran – это открытый линейный решатель с синтаксисом, близким к коммерческому Nastranu. В отличие от Calculix и Elmer, Mistran в своем составе имеет конечные элементы стержней и пластин, которые выдают более привычные нам с институтской скамьи результаты в виде сгибающих моментов, продольных и поперечных сил. Вот только при всей замечательности этого решателя программ, которые бы его поддерживали, совсем немного. И единственной программой, которая бы сочетала в себе функции при постпроцессора, оказалась только M3D MKE. Пойдем сразу на страничку с загрузкой. Вот он, архив с программой. Он у меня уже скачан и распакован, поэтому повторно я этого делать не буду. Теперь заглянем на страничку с пользовательской документацией. Здесь у нас много всего. Базовые операции, визуализация результатов, термодинамическая модель, локальная система координат, генерация трехмерной и двумерной сетки конечных элементов. Но я думаю, пока остановимся на библиотеке конечных элементов. А здесь у нас конечный элемент массы. Он используется для моделирования инерционной нагрузки и собственного веса. Далее стержневой элемент пружины, которая работает вдоль главной оси стержня. Следующий точно такой же стержневой элемент пружины, но теперь пружина работает вокруг главной оси стержня. То есть получается, он моделирует спиральную пружину. 11-й конечный элемент – это стержневой элемент упругой связи. Далее конечный элемент балки. У него 6 степеней свободы в узле, то есть он выдает продольную силу, 2 поперечные силы, 2 изгибающих момента и 1 крутящийся момент. Также он поддерживает различные типы сечений. Здесь показаны только 4, но в самой программе их гораздо больше. Далее трехузловая оболочка, тоже 6 степенями свободы в узле, то есть 3 перемещения и 3 поворота. Далее четырехузловая оболочка с точно такими же свойствами. Далее у нас идут объемные конечные элементы с 3 степенями свободы в узлах, 4, 6 и 8 вершинами. Теперь посмотрим содержимое архива. Почти все файлы в нем – это файлы примеров разнообразных задач. Также есть текстовый документ с простеньким руководством пользователя. Программа же представляет собой единый .exe файл. Здесь у нас их 2 с текущей версией и бета-версией. Давайте ее запустим и сразу откроем какой-нибудь пример. Для начала откроем пример с названием рама. На самом деле в нем скрывается консольная ферма, загруженная сосредоточенной нагрузкой. Сечение стоек и раскосов у нас коробчатое, ну или иначе прямоугольная труба. Опоры фермы выполнены объемными конечными элементами, а узел соединения выполнен при помощи элементов упругой связи. То есть этот пример показывает нам то, что в одной расчетной схеме могут быть объединены разные типы конечных элементов. Теперь откроем файл «Двутавровая балка». А здесь у нас вот такой вот каркас.
Каркас загружен собственным весом. Стойки у нас защемлены, связи наложены по X, Y, Z и 3 поворота. Сечение главных балок у нас двутавр, второстепенные балки перевернутый тавр, а стойки из уголков. Так что у нас в библиотеке присутствуют самые часто используемые сечения. И еще один пример. Мост. Поменяем немножко цвет. Сечение у нас прямоугольное и круглое. Опоры защемленные, и он тоже загружен собственным весом. Давайте попробуем его посчитать. Расчет выполняется достаточно быстро. Откроем результаты. Выведем вертикальные перемещения, ну или иначе прогибы. Так, тут сразу надо сказать, что у нас непривычная система координат. Вверх у нас смотрит далеко не ось Z, а ось Y. Поэтому выведем перемещение к Y. Увеличим масштаб перемещений. Вот мы получили деформированную модель. Теперь выведем изополя изгибающих моментов. Здесь у нас результат F – это force, сила, а B – это bending, изгиб. Здесь тоже нужно сначала определить направление осей конечных элементов. Продольная ось элемента – это у нас ось X, вверх смотрит Y. Вот, нам нужен изгибающий момент вокруг оси Z. Значит, выведем изополя по BZ. У нас тут две точки, А – начало элемента, Б – конец элемента. Возьмем для узла в начале элемента. Вот наши изополя изгибающих моментов. Теперь выведем изополя продольных сил. Это у нас Fx. Можем также запустить анимацию. Но это скорее анимация деформации, которая параллельно показывает как будет происходить поэтапное загружение. Практического смысла тут в ней особого нет. Ну и коротко о достоинствах и недостатках M3D. Конечно, главным ее достоинством является решатель Мистран, а главным недостатком ее интерфейс. Как видим, он достаточно топорно сделан, и, например, если мы поменяем фон
на черный, цифры на шкале и подписи просто пропадают. Поэтому, кто привык работать на черном фоне, постоянно придется переключаться на белый цвет, чтобы прочитать текст. Тут есть, конечно, еще и градиентный фон, но тоже мы видим, что он абсолютно бесполезен. Еще не переключишь с первого раза. Также нет возможности сохранить результаты в отдельный файл. То есть, чтобы посмотреть результаты, каждый раз надо запускать на расчет. Если расчетная схема маленькая и расчет очень быстрый, это особой проблемой не является. Но если расчет длится, допустим, 10 минут, и каждый раз, когда открываешь файл, нужно ждать 10 минут, чтобы посмотреть результаты, ну это, конечно, не дело. Но будем надеяться, что автор исправит эти недостатки или переведет программу в open source, и сложившееся вокруг нее комьюнити приведет ее в надлежащий вид. На этом все. Дякую за увагу.